Ну привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. КамАЗ мечты, мы продолжаем работы по нем. Я знаю, что вам не очень интересный на этот проект, смотрите вы его чуть-чуть с натяжкой, но самое главное, что нам, конечно же, нужно его доделать. Он стоит уже давно, вы постоянно меня ругаете, что я не доделываю проекты, поэтому вот подтягиваем все по очереди. Так что в этой серии мы займемся уже, я думаю, возможно, даже выйдем на уровень какой-то покраски. Надеюсь искренне на это. На заднем дворе еще стоит кузов, который тоже нужно покрасить. Сейчас я готовлю все элементы для покраски кабины. То бишь решетки, двери, всякую мелочевку. Одним словом, будем, наверное, красить кабину в первую очередь, потом ее накроем и покрасим всю раму. Наверное, так сделаем. А там посмотрим, как у нас получится. Вам я желаю приятнейшего просмотра. Присаживайтесь поудобнее. Обязательно заварите чаек и печенюшки. Ну, а мы начинаем. Покрасил нижнюю часть кузова. Все выглядит суперски. Осталось только закупить мне доски. И можно будет уже переворачивать кузов, ставить на вот эти бруски. И красить сверху и собирать верхнюю часть. А также подвариваться кое-где. Видите, внутри борты некрасивые такие. Но одним словом, можно будет продолжать восстановительная работа теперь уже. И нужно этот стык зачистить тоже. Обработать, покрасить. Вот эту часть сейчас нужно разобрать всю. Немножко мучаюсь, потому что раскручиваться не хочет. Параллельно шпатлюю. Прохожу здесь, прошелся. Вот, надо подзачистить, вычистить это все. Опять пройтись еще, потому что не сразу за один раз не получилось перекрыть. Вот, ну, одним словом, работаю с КамАЗом. Сейчас я ее зачистил. Здесь подшпатлевываю тоже, выравнивал все это. Здесь тоже все зачистил, обработал. Это уже замыта деталь, готова к грунтованию. Вот лежит. А там сейчас буду продолжать замывать. Одним словом, стараюсь сделать максимально хорошо, чтобы КамАЗ был красивый. А как получится, увидим, но я надеюсь на хороший результат. Делать всегда нужно хорошо. А еще лучше само получится. У КамАЗу тоже есть места, где нужно будет перегрунтовываться нам. Здесь вот забыл зачистить, тоже почистим. Здесь грунтануть. Ну, а так в остальном-то, ну, вроде как все нормально. Поверхности здесь немного, но косяк в том, что все их нужно все равно замывать и зачищать. Вот наша труба. Заводская краска слазит с нее, видите. И это обязательно нужно перемывать. То есть, если так покрасить, то будет некрасиво. Поэтому тоже все нужно разбирать, снимать. Вчера внутри здесь дополнительно обработал вюртом. И будем клеить виброизоляцию наверх на эту поверхность. Так что такие вот у нас дела. Запчасти здесь какие-то валяются.
заниматься КАМАЗом. Работаю таким налетом, то-то. Но для вас это выйдет одна большая интересная серия. Сейчас снимаю вот этот воздухозаборник. Нам его тоже нужно замыть. А самое главное, нам нужно заварить кабину задней части вот как раз этого воздухозаборника. И я не видел этот момент, его упустил, и сейчас нужно его наверстать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к нам? Я к вам. Это вы в ВК писали? Ну да. Сейчас, я просто здесь наверху. Я хочу немножко в поле залезть. Опасная ситуация. Я раз здесь. Сейчас. Чуть не чуть. Так, друзья, к нам приехал наш зритель Дима, который помогает нам заниматься КАМАЗом. Ну, Дим, расскажи про себя в двух словах. Всем привет. Ну, я приехал в гости к дяде Диме из Ленобласти, немножко поковыряться, помочь ему с его техникой. Сначала он просто смотрел, потом начал слушать наш канал, а потом пошел на крайние меры и приехал к нам. Его задача замыть вот этот воздухозаборник на КАМАЗ. Как он говорит, шноркель. Он у нас пострадал в результате вот мойки керхером, видите, позбил краску. Поэтому сейчас вот он перемывает аккуратненько, сначала 150-кой, потом 320-й. Так что работа такая муторная, блин, но я думаю справишься, да, Дим? Конечно. Все отлично. Так что Диме, естественно, лайк за помощь, ну и мы продолжаем работать. Друзья, позади меня Дима, который нам очень-очень сильно помог. Диме огромное спасибо. Мы вместе колупались, пока я делал шумку. Вот, смотрите, сколько сделал уже виброизоляции. Там начал делать шумоизоляцию. Вот, завтра продолжим все это. Ну, а Дима помогал мне с замывкой деталей. В итоге мы сняли двери. Их тоже уже подгрунтовали, ручки, обшивки. Грибки, все загрунтовано, и по сути работы по загрунтованию всех деталей уже проведены. Чем я займусь дальше, пока я не знаю, но завтра мы продолжим заниматься, скорее всего, кузовом, потому что к кузову приехали доски, и к кузову есть брусок, который батя нам сам выпилил. Завтра я все это вам покажу, заберу у него, привезу. Одним словом, работы по КАМАЗу продолжаются, мы не падаем духом, работы очень много, ну, руки опускаются, но тут главное не падать духом, помним. Не думал я, что придется вернуться к моему плотническому мастерству, но восстановление старых грузовиков предполагает по-любому опыт во всех сферах, которые только существуют в этом мире. 20 лет на заводе плотником, огромная благодарность моему бате, который нам сделал вот такой брусок. Он составлен из двух, вот. Здесь плохо видно, но, наверное, вам будет видно со временем. Вот. С двух брусков сжатый, потому что размер такой я не нашел, чтобы нам сделать основу для нашего кузова. Поэтому пришлось вот таким способом выживать. Но будет работать, проверено. Буквально чуть-чуть отпилил от гнилого места.
И здесь уже дерево просто в идеальном состоянии. Ни в коем случае не хочу менять вот это советское дерево, потому что вот это современное дерево, оно не так уже не будет стоять, как вот это. Это я вам точно говорю. Сейчас здесь все почищу, запилю. Вот. Как-то так вот, например. Да. И буду ставить уже этот новый наш брусок. Его тоже нужно аккуратно торцануть. И будет у нас красота. Все, брусок становится очень плотно. Здесь вроде бы я все подогнал более-менее нормально. Единственное, сейчас не хочу ее забивать плотно, потому что нужно выбить его и обработать обязательно. Поэтому я сюда забил, чтобы проверить. Тут у нас щелка и тут щелка. Все, оно станет четко. Потом закрутим ее шурупами, здесь свяжем. Все будет работать. Вот такая у нас конструкция, парни. Думаю, будет работать. 2 бруска и сверху тоже брусок. Здесь торцанем, сколько нам надо. Чуть попозже. Вровень вот с этим. Ну, в принципе, здесь по железке. Потом торцанем. Ну, вот так. Обрабатываем. Вот такое защитное покрытие буду использовать. Profi Good для всех случаев в жизни. Мне нравятся современные производители. Они просто все вписывают туда, в перечень. И на улице, где хочешь, можно использовать. В общем, очень универсальная штука. Но это не точно. Ей сейчас мы промажем. После этого закрепим брусок. И потом покрасим уже, когда будет хорошая погода, покрасим цветом хаки. Вот таким. Вот, так что такой план. Погнали. Кисточкой будем наносить. Должно бы все у нас получиться. Забыл вам показать доски для нашего пола. Вот они лежат. Единственное, вчера прошел дождь. И ну, они мокнут. Немного за это переживаю. Но возможно для них это не сильно страшно. Все равно им лежать на полу КамАЗовского кузова. Их тоже буду, естественно, обрабатывать, подгонять. Но они нам такие достаточно оптимальные. По размеру, по обработке. По всем параметрам. Все, их и будем ставить. Умрет скоро моя цепочка, блин, жалко ее. Постоянно цепляюсь за металл. Когда дрова пилил, зацепил, тут зацепил. Одним словом, адские условия эксплуатации Макиты. Ну что ж, такая у нее судьба. Но брусок наш стал идеально. Сейчас мне нужно просверлить 1, 2, 6 отверстий. И все будет четко. Чуть-чуть, кстати, нужно стукнуть еще вперед. Ну вот так как-то. Я думаю, будет отлично. Закрепим все и будет супер. Вырезал специальное отверстие под крепление стремянок. Ну вот как здесь. И сейчас буду пытаться просверлить отверстие. Сделал вот такое сверло. Стремянки чуть-чуть подкрасил. И моя задача вот так просверлить и попасть вот сюда. Как это будет выглядеть, пока не знаю. Но буду пробовать сначала, с которой я могу подлезть. Не все могу подлезть, вот в чем проблема. Гораздо проще это делать отсюда, но вот может быть частично и просверлю. Все, сейчас сделаю, вам покажу. Идеально. Все получается. Сейчас сверлим и закрепляем. Пока загружается видео для зрителей на Бусти, смотрите, что вам хочу показать. Уже покрасил брусок, зажал стремянки, все сделал. Кузов
готов к тому, чтобы его переворачивать. Сейчас мы этим займемся. Единственное, мне не хватает вот этих болтов стяжных. Я их поставлю потом. Ну и все. Можно его оборачивать и начинать делать пол. Этим мы и займемся. Следующий этап: зачищаем всю основу, чтобы мы могли устанавливать доски. Я вижу так. Для этого пройдем вот эти основные планки, пройдем вот здесь эту часть, где борта. Где борта, пока не знаю. Наверное, зачищу сначала центральную часть, потом пройду вюртом и потом откроем борты, потому что у нас с ними проблема. Закоревшие все вот эти пальцы, которые внутри. То есть поворачиваешь, этот палец должен проворачиваться. Вот как здесь. У нас они очень сильно вклинившие, поэтому нам нужно будет сюда нести газ. После того, как газ этот принесем, разогреем, все должно у нас открыться и будет хороший доступ к тому, чтобы почистить и покрасить вот здесь эту основу. Но я здесь залезу до сюда, по возможности, до досок. Вот, поэтому не сильно страшно. Я думаю, пока есть погода, будем чистить и обрабатывать. Первый квадратик готов, но что-то руки опускаются, друзья. Очень большой кусок работы. Болгарка греется, но одним словом не знаю, как мне реализовать это все. Но буду по квадратикам отдыхать. Опять квадратик. Как это все зачистить, я на сегодняшний день не представляю. Не будем падать духом, по чуть-чуть, помаленьку будем делать. Но работа ужаснейшая. Одеваю респиратор, наушники и пошел. Один квадратик занимает в районе получаса. Вот. Ну, потихоньку сделаю, конечно, но... Ой. Пока остывает болгарка, я решил заняться нашими досками. Их сейчас я торцую. На языке плотника это называется торцевание. На обычном языке называется отпилить в размер. Вот здесь у меня два размера, 2,29 и 2,40. Одна часть кузова КамАЗа длиннее, одна чуть короче. Вот. Также нужно будет убрать нам вот эту обзу. На языке плотника это обза, на языке обычном это кора, остатки коры. Нужно будет обязательно ее убирать. Но нам хорошо, что некоторая доска с обзой, потому что по краям у нас идут вот эти болты торчащие, и они мешают ровненько укладывать доску. Поэтому по краям будет лежать с обзой доска, а по центру уже ровная. Вот такой план. Как взяться за эту ржавчину, пока не знаю, но все потихоньку, помаленьку будем делать. Главное, чтобы нам хватило погоды.
именно такой объем досок нам понадобится. 4 пачки по 6 досок внутри 2,40 и 4 пачки по 6 длиной 2,29. Вроде ничего не перепутал. Сложим оставшиеся доски, пригоним Ханамага и перевезем эти доски в гараж, чтобы не тягать здесь. Загрузим Ханамага и завезем как надо. Наш помощник Ханамаг. Сегодня у него была работенка. Вот, давление держит. Температура даже еще 40. Он первый раз нагрелся до 80. И немножко описался антифризом. Вот, было такое. Бляха, без тормозов очень плохо ездить. А с камерой тем более. Так, сосед думает, что у него мощнее машина Subaru. Ага, испугался. Так, разравнивал соседям грунт во дворе, нашим новым соседям, вот там работал. И разгорнул глину тоже. Вот, так что Ханамаг работает, помогает. Сегодня ему пришлось прям поработать от души. Все, поехали за досками. Остатки досок я сложил там, но эти сейчас загружу в погрузчик и повезем в гараж. Доброе утро, друзья! Зашел сегодня в гараж, а в гараже такой приятный запах дерева, умиротворяющий, такой классный. Обожаю запах дерева. Здесь у нас немного подсохнут. Погода такая, блин, стрёмная на пределе. Хорошо, что мы сюда завезли доски, я теперь не буду переживать. Пока свежие силы, пойдем чуть-чуть подзачистим. Вчера вечером я закончил вот эту часть. Там уже сил не хватило, но вот эту часть я прошел. Как-то думаю, перед уходом, пока уже грязный, зачищу. Но сегодня буду долбить дальше. Думаю, сегодня закончить вот этот пол. И, в принципе, мы сможем даже подкраситься и укладывать доски, наверное. Либо займемся бортами, пока не знаю. Прошел почти половину кузова. Ну, вот так выглядит финальная часть зачистки. То есть вот там ржавчина и вот здесь вот так вот. Ну, с большего, мне кажется, нормально. Борт тоже прошел. Я думаю, обработаем вюртом и все будет классно. Два борта эти целых, их варить не надо. Те же борты нужно подваривать, поэтому их отложим на попозже.
Прогрел все неработавшие замки. Теперь у нас все работает. Еще горячая, зараза. Вот здесь тоже пришлось погреть, но все начало работать. Сейчас смажу ВДХой, пусть проникает вовнутрь и заодно смазывается и убирает остатки ржавчины. Что ж, дождик накапывает, и пока что не знаю, что нам делать дальше. Зачищать не хочется, будет вода попадать. Возможно, наверное, я займусь сейчас, сниму борта. Вот, потому что по бортам тоже много нюансов есть. Где-то шплинтов нету, где-то гвозди, где-то заварено. Нужно это все убирать, наводить красоту. Наверное, этим и займусь. На улице идет дождь. Я занимаюсь покраской досок. Благодаря тому, что вчера завез их в гараж, мы можем работать даже в дождь. И доски останутся сухими. Мы их сможем сухие обработать. На улице лед, дождь. Красил доски, краска закончилась. Поэтому переходим в салон. Здесь я уже тоже сделал достаточно большой кусок работы. Завибрировал все, зашумировал. Вот теперь так вот. Осталось здесь, где у нас знаки автопоезда и низ спальника. Но шумки для нижней части у меня нету. Вот, есть только для таких вот боковых стен. Вот, для нижней части нужно будет докупать. Поэтому максимум, что я смогу, это завибрировать наш спальник. Вот. Здесь тоже планирую положить сплен, такую шумку. Вот, она не впитывает влагу, вроде бы как бы. Ну, посмотрим. Главная задача сейчас моя доделать в спальнике. Вот, виброизоляцию. Так что продолжаем работать. Все, спальник завибрил. Здесь у нас все завибрено. Осталось только добавить шумку. Как только ее куплю, сразу здесь еще зашумим дополнительно. Но это чуть позже. Еще нам нужно завибрить двери. Снимаю бампер. Нам его нужно выровнять. Естественно, в таком виде он не будет у нас находиться. Поэтому каким-то образом надо его выровнять. Пока не знаю как, но вариантов у нас нет. Поскольку у нас КамАЗ с лебедкой, то нам нужно кроме бампера еще и снимать клюз, направляющий троса лебедки, который стоит тоже в передней части и соединен с бампером. Вот такой мощнючий клюз на камазовской лебедке. Ролики все четкие работают. Ну что ж, попытаемся выравнивать бампер. Гарантии не даю, но надеюсь на успех. Погнали. Ну что, народ, 2 часа у меня ушло. Сейчас вот я обварил
уже все места, которые у нас были треснувшие. Ну, бампер, в принципе, хорошо выглядит. Струна. Ну, не струна, но жить можно. Нормально. На самом деле, я, скажем так, результатом доволен. Это самое главное. Вот. Единственное, что мне не нравится, это его хлипкость. Малейшее бездорожье, и мы останемся опять без бампера. Усиливать у меня, ну, есть мысли, желания, но нету материала. Вот, поэтому пока что, наверное, не будем этого делать. Как его усилить? Это, наверное, сверху пластину какую-то. Опять-таки здесь нужно отверстие делать для того, чтобы вставлять палец буксировочный. Но в таком виде, конечно, этот бампер жить не способен. Очень слабые места здесь. Ну, сами понимаете, что это такое. Вот, поэтому посмотрим. Пока что моя задача сейчас зачистить вот эту сварку, привести его в порядок, чтобы он был ровный и аккуратный. Вот такая задача. Сейчас я это сделаю, это быстро. Ну, недолго, скажем так. Вот, ну, а так все нормально. Бампер живой. И, кстати, не забывайте про наш телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Там мы как раз обсуждаем, что же выдержит, кувалда или бампер. Что-то я сегодня устал. Только что я закончил покраску наших досок. 64 доски. Объем работ колоссальный. Я просто уже устал их перебирать, перекручивать, красить. Хорошо, что я вовремя нашел пульверизатор. И если бы я все это красил кисточкой, это я не знаю, сколько заняло бы времени. Сейчас они будут сохнуть. Все здесь в гараже будет сохнуть. На улице хорошая погодка. Поэтому мы отправляемся на задний двор и будем продолжать заниматься кузовом, его зачисткой, покраской. Еще немного я продвинулся в зачистке. Чуть-чуть зачистил борт уже по периметру. Все сейчас пройду вюртом. И мы готовы уже к сварочным работам. Поедем за сваркой. Привезем сюда сварку и будем варить борта. Потому что в любом случае нам нужно подваривать еще вот передний борт. Начал я варить кузов. Нарезал латок из моего забора с дома. Это советский металл. Советскому металлу советское будущее. Вот, и верх провариваю сплошняком, а низ оставляю все-таки с отверстиями. Заводом, считаю, неправильно сделано. Глухие отверстия, там скапливается гниль, вся ржавчина, грязь, и поэтому низ загнивает. Странно, что он здесь остался целый, но вот здесь, видите, сгнил. Здесь, в принципе, дренажное отверстие есть. Вот оно, видите. Ну, латочку сделаем, это не страшно, но они слишком редко расположены как-то. А там, вот в этой передней части, вообще их нет. Первая латка готова, ввариваем вторую. Внутри, как вы и советовали, вырезаю ржавый металл, а потом латку новую ставлю. Вот что там находится внутри. Вот. Ой, муравьи здесь, ё-моё. Вот это они, бедные, в шоке. Латку прихватил, осталось обварить. И все. Начал смотреть, вскрыл борт этот, и тоже его нужно подваривать. К сожалению, то есть из всех бортов у нас вот этот только целый. И, по-моему, задний тоже, да. Задний тоже помятый, но железо все целое, в хорошем состоянии, потому что его взад-вперед вот так поднимали постоянно, и поэтому он сохранился. Ну, а эти борта тоже на переварку, низы. Этим я займусь завтра. Сегодня я решил, сниму борта. Во-первых, проверю, как они здесь работают, крутятся, ставятся. Вот, а во-вторых, хочу покрасить весь низ, потому что завтра, возможно, дождь. С синоптикой у нас, как всегда, проблемы, поэтому, ну, не знаю, лучше перестраховаться. Поэтому я хочу зачистить те две латки, потом покрасить весь низ, вот, и отдельно переварить и покрасить борта. И внутри у нас кузов будет другого цвета. Это обусловлено дороговизной краски, а снаружи будет покрашен МИПа красивой, аккуратной краской. Вот такой план. Пока что моя задача снять бортики
их отложить в сторонку и заняться подготовкой под покраску. То есть зачистить наши латки, срезать верхушку нашей крыши этой и там все покрасить. Звучит это все очень-очень быстро, но как это пойдет, пока не знаю. Все, латки зачистил, обработал вюртом. Хотел еще показать вам жесткость кузова КамАЗ. Ну, чтобы вы понимали. Вообще никакой жесткости. Так, сейчас моя задача. Хочу отпилить вот так вот этот вот наш забор. Он слишком высокий, некрасиво смотрится. Отпилим вот так. И здесь потом сделаем вот так. И будет у нас красиво. Пилим. Какая-то оса меня атакует. Видимо, у нее там дом. В этой серии, блин, особенно в ее финале, я какой-то уничтожитель животных. Ну, точнее, насекомых. То муравьи, то осы уже какие-то. Ладно, пилим, 2 профиля осталось. Завод. Покрасил. Вот такой результат. Это внутренняя часть кузова. Она будет такого оттенка. Наружная же часть будет более яркой, красивой, насыщенной. Такой цвет, как у нас покрашен крас. КамАЗ разобран, кузов разобран. И это первый шаг уже к сборке нашего КамАЗа. Мы примерно, наверное, на полпути восстановления. Но бензин уже заправлен, знаете, до финишной прямой. Наверное, так. Борты остались у нас, так, 4 борта покрасить и установить доски. И, наверное, по кузову это будет все. Ну и КамАЗ тоже весь покрасить. Ой-ой-ой-ой. Но мы не сдаемся. Вам огромное спасибо, что в этой серии были с нами. На сегодня это все. Очень огромный объем работ проделан. Ну, поставьте лайк, если вам понравилось. Вам я хочу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока, увидимся в следующих сериях.